Ежедневно миллионы детей, молодых людей во всем мире посещают школьные уроки, вузовские лекции по истории. На этих уроках и лекциях им излагаются представления о всем характере мирового исторического процесса. Эти представления сформировались в исторической науке в основном в Европе. В основном они сложились в течение 18-20 веков. И практически на сегодня они считаются незыблемыми. Но, как удивительно это не прозвучит, они являются неправильными по сути, ложными, ошибочными. Эта концепция предыдущего мирового исторического процесса строится на том, что на определенном этапе развития оседло-земледельческих племен произошло их социальное деление, образовались богатые, образовались бедные. Богатые для того, чтобы удержать власть, удержать накопленные или захваченные богатства, создали государства, в которых заняли положение господствующих классов. Так возникла государственность. То, что мы именуем ранней государственностью, ранней цивилизацией. И как бы с этим процессом, с подобным процессом связано появление едва ли не абсолютного большинства всех древних и даже средневековых государств на всем Евразийском континенте и даже на ряде прилегающих к нему территорий. С такой позицией уже в XIX веке, в начале XX века оказались абсолютно не согласны многие крупные европейские ученые. И здесь прежде всего нужно, видимо, говорить о выдающейся по своим научным достижениям немецкой исторической школе. Эта школа породила несколько десятков крупнейших ученых, обладавших очень большими знаниями, необыкновенно эрудированных. То есть каждый из этих людей был ученым мирового уровня. Во-первых, возникла идея, что, несмотря на различия, на наличие индивидуальных черт у каждой из древних цивилизаций, из ранних государств, на определенные специфичные черты, все-таки больше общего, то, что объединяет их. Все эти государства, будь то государства, которые возникли в Европе, на Дальнем Востоке, в Двуречье, в Азии, в Индии и даже за пределами Евразийского континента, это такой известный регион, как Северная Африка, где возник Египет. Египетская цивилизация наряду с шумерской имеет хронологический приоритет над прочими. Можно уверенно сказать, что это не самые древние, но это самые древние из известных нам цивилизаций. В таких условиях целый ряд ученых, это прежде всего Карл Ясперс, Альфред Вебер, начали искать некий центр, откуда шло новое. Тот центр, который породил те общие черты, которые присутствуют во всех этих цивилизациях древности. Такой центр они найти не сумели. По словам Карла Ясперса, этот центр находился в неопределенных глубинах Азии. Вместе с тем, значительная группа немецких ученых, представителей немецкой исторической школы, выдвинули так называемую завоевательную теорию образования государственности. Они утверждали, что земледельческое общество, оно никак не порождает ни социальных групп, ни классов, ни тем более государственности. Что все государства, которые возникли в истории, это есть результат завоевания скотоводами оседлых земледельцев. Естественно, основным регионом, который породил кочевую скотоводческую культуру, являлась Евразийская степь, которую я называю центральной Евразийской степью. Это очень важный момент, поскольку Евразийская степь находится в самом центре Евразийского континента. Тем не менее, даже этим выдающимся ученым, которые действовали едва ли не коллективно, скоординировав свои действия, объединив свои усилия, они не смогли пробить достаточно широкую брешь в прочном бастионе адептов в корне ошибочной
теории земледельческого происхождения государственности. Естественно, я хотел бы с максимальной степенью достоверности идентифицировать себя, свое место, самоидентифицироваться в этом мире. Но самоидентификация личности невозможна вне культурно-исторической идентификации того этноса, которому он принадлежит. Это просто невозможно. Все это и многие другие обстоятельства побудили меня изучением истории, к занятию более серьезным изучением истории. Пришло понимание того, что традиционный метод, которым движется наука, тот метод, которым двигались представители немецкой исторической школы, которые выдвинули завоевательную теорию, и которым практически пользуются все другие ученые-историки, в данных условиях это традиционный метод изучения, анализа, консолидации, добросовестной интерпретации научных фактов. Он непродуктивен, поэтому потребовалось обратиться к знаниям иного уровня. И, как ни странно звучит, к основополагающим законам мирового развития Вселенной, которые сформулированы в известных философских законах и в первую очередь в законе единства и борьбы противоположностей. Этот закон гласит, что все, что не появляется, все, что не рождается, есть результат взаимодействия противоположностей. Классическая европейская философия, она не дает возможность спроецировать этот закон на человеческое общество. Но здесь на подмогу, поскольку европейская философия развивалась в отрыве от науки, это известный факт. Наука сама по себе, философия сама по себе. Но другое положение сложилось в Китае. Приблизительно в начале первого тысячелетия до нашей эры здесь возникло учение Дао. Это не было религиозное учение, в религиозное учение оно выродилось позднее. Это было философское, причем материалистическое учение. И именно даосы не только сформулировали на уровне гегелевской обобщенности этот закон, но и осуществили классификацию. Они приблизили не только к науке, но и к жизни вообще этот закон. Они сказали, что в этом мире нет ничего одинакового. Все разное. В каждом явлении или же больше женского, или же мужского начала. Они оперировали этими понятиями. Вы об этом понятии знаете. Это ян, мужская субстанция, и инь, женская субстанция. Они излагают свои взгляды следующим образом. Мужское начало, оно находится всегда в центре явлений. Это есть тяжелая центральная часть, это энергетически заряженная. Позитивная часть, светлая, созидающая. И есть женская, которая находится всегда на окраине, на периферии. Биология мужского начала – это животные. Биология женского начала – это растения. Мужское начало – это огонь, женское начало – это вода. И вот это как раз-таки мне позволило спроецировать вот эти принципы на Евразийский континент, на его историю. И сложилась абсолютно точная, едва ли не геометрически выверенная картина мирового развития. В ходе неолита произошло разделение скотоводов и земледельцев. Это была так называемая неолитическая революция, переход к производящему хозяйству. Скотоводы и земледельцы разделились. Как раз-таки центральную степную часть Евразийского континента заняли племена мужского типа, скотоводы. Земледельцы расселились по омываемой морями и океанами периферии Евразийского континента, от Кореи и Японии на Дальнем Востоке до Испании и чуть более северных регионов на западе континента. Это был так называемый цивилизованный пояс Европы, будущий цивилизованный. Именно там возникали государства. Центрально-евразийский степной регион, он не является цивилизационным. Но Дао учит, что центральная часть любого явления, мужская, ян, она неизменна. А женская, наружная, она изменчива. Там происходят перемены. И это опять-таки четко ложится на исторический процесс, на его особенности. Отмечали уже в глубокой древности, что образ жизни скифов, киммерийцев в точности повторяют казахи 20-го или монголы 20 века. Абсолютное единство материальной, духовной, всей культуры. То есть вот она, эта стабильность мужская. В то же время мы видим, что видим на
женской периферии, земледельческой, там возникают новые государства, уходят в прошлое, возникают новые языки, происходит смешение народов. То есть это подвижная женская часть. Так вот, современная концепция, она никак не вписывается в законы мирового развития, та, которую нам пытаются навязать и навязывают ежедневно. То есть женское земледельческое сообщество оно не может создавать. То есть это можно сравнить, я не знаю, с непорочным зачатием, когда она вынашивает плод, если представить будущую цивилизацию или государство как плод, но при этом остается девственницей. То есть это как бы противоречит всему нашему физическому опыту, да, к примеру. Поэтому абсолютно правы сторонники вот этой концепции, завоевательной концепции, что все мировое развитие определялось движением кочевых племен из Центральной Евразии. То есть причины, по которым они уходили, чаще всего это были не завоевательные походы. Завоевания, прямые, это большая редкость, как завоевание Тимура, там, который завоевал Дели, захватил, или там Чингисхан, который вторгся в Китай, потом возникло русское государство, московское государство. Нет, в основном это была постоянная борьба за пастбища. В степи постоянно существовал сверхвысокий прирост населения. И это было связано с многоженством кочевников. Многоженство кочевников, в свою очередь, было связано с тем, что всю работу выполняли только женщины. Мужчины воевали, мужчины охотились, мужчины забавлялись игрой на инструментах, пели и так далее. Ну, естественно, кушали бешбармак. Поэтому, если какой-то степняк хотел расширять свое хозяйство, ему нужны были дополнительные женские руки. Поэтому Анатолий Хазанов сказал так: Китай был большой, во все времена большой дойной коровой для тюркских кочевников. Они ходили туда как в магазин. И ходили не за какими-то удивительными подделками, они ходили в эти походы за молодыми женщинами и девушками. И приводили огромное количество этих молодых китаянок в свои аулы. Но это происходило не только с Китаем, во всех сопредельных. Это были иранки, это были представительницы финно-угорских народов. Так вот, но каждая из них, она была не просто работницей, в силу своей молодости и привлекательности она становилась или женой, или наложницей. У кочевника, у каждого имелся свой гарем, был свой гарем. 20, 30, 40, 50 жен это было нормально. Даже и в 13 веке об этом пишет Плано Карпини. Это подтверждают другие арабские, европейские путешественники, которые жили среди тюрко-монгольских кочевников. Поэтому, скажем, информация о 200 сыновьях Аттилы, она никак не является преувеличением. Но всех надо кормить, рождается очень много детей. Представьте себе 20 жен, если они родят хотя бы по 2 ребенка, это 40 детей, их надо кормить. Но существует определенная пастбищная территория, на которой может выпасаться определенное количество скота. Нужен минимум этого скота, чтобы семья могла существовать. Значит, это означает вторжение на территорию других кочевников. Тем самым это означало неминуемую войну. Те, кто проигрывали, их Помпей Трок, римский историк, называл изгнанниками из Скифии. Они и уходили в основном за пределы Евразийской степи, эти изгнанники из Скифии. Здесь они были пораженцами, а там они создавали, приходили как господствующий класс. Все государства, которые возникли на территории Евразии, являются результатом наложения этнокультурной общности завоевателей-скотоводов на местное оседло-земледельческое население. Этот факт, к сожалению, признают только поляки из современных евразийских народов. Они четко говорят: наша знать – это сарматы, наш нижний слой – это славянские земледельцы. Но эта картина абсолютно универсальна для всего континента. Конечно, можно было много рассказывать, но, к сожалению, времени у нас не очень много. Это сущность концепции, которую я предложил. И я думаю, что эта концепция, я уверен, что она станет господствующей. Как скоро, я этого не знаю. Но отрицать эту концепцию – это отрицать основные законы мирового развития. Законы, которым подчиняются абсолютно все явления в этом мире. Спасибо за внимание.